Этому метеориту 4,5 миллиарда лет. Он миллион лет пролежал в Земле. А теперь он будет со мной всегда. И прожил 4 ледниковых периода на Земле. Поэтому вот такой космос мне пришел. И это меня сподвигло на то, чтобы я сделала для вас расклад. Итак, сегодня мы будем смотреть поток. Что-то древнее ко мне идет. Я не знаю, кто придет, что придет. Посмотрим поток именно. Все это пробуждается во мне, когда я прикоснулась к этому метеориту. Посмотрим. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Мне очень важно, я все читаю, абсолютно все. Ваши инсайты, ваши переживания пишите. Галактическая колода, мир Вселенной мне поможет. Нищета сознания, духа. Человек прошел какой-то очень жесткий урок, и сейчас он на самом дне. Почему он в такой тоске находится? Почему? Но тут он знает, что есть исцеление. Он это знает. Смотрите. Волшебные руки Верховной Жрицы исцеляют его. Божественное исцеление. Вот у нее золотые, видите, как? Я не знаю, получится. Явно он болеет. И душой, телом, но только она сможет его исцелить. Божественное исцеление Верховной Жрицы, это, знаете, как прикосновение богини. К нему. И есть у него надежда на то, что у этого человека, речь о мужчине, есть надежда на то, что произойдет восход в его жизни, что он увидит этот восход солнца, и что он застанет этот восход. А сейчас ощущение такое, что тучи сгустились над его головой, и нет просвета солнца. И нету просвета вообще никакого. Он его не видит просто. И он понимает, что это циклично. Все это произошло и происходило из раза в раз. Но будто бы он не понимал этого урока. Для чего ему этот урок? Здесь говорится о том, что у меня есть крылья. Этот человек говорит, у меня есть крылья, но я материально не заземлен. Я не знаю, как мне
заземлиться и почувствовать эту материю в руках. Ну так ты сотворяй свою вселенную сам. Триединство. Триединство. А с чем это связано? Ага. Ты понимаешь то, что существует только парность, только любовь, где и мужчина, и женщина пьют из этих кубков, и эти кубки наполнены божественным эликсиром любви, который искрится в их руках. Раньше я наслаждался легкостью и пил из разных кубков. Да. Я наслаждался женщинами, я наслаждался вниманием к себе, легкостью. Они меня все наполняли, эти женщины. Так почему же сейчас ты тоскуешь? Потому что я устал бороться сам с собой. Я борюсь сам с собою. Я будто бы стою на перепутье и никак не могу выбрать эту дорогу. Почему-то мне так страшно. Я не могу понять, я взрослый мужчина, почему мне так страшно. Ангелы-защитники пришли. Мне нужно исцелиться, говорит он, исцелиться. Путь к истоку она уже нашла, она ушла к этому истоку. Я знаю, что она в космосе, я знаю, что она соединена с Луной, со звездами, с Солнцем. И она пошла в эту дорогу одна, не зная, что ей встретится на пути. Абсолютно не знаю, что ей встретится. У нее нет сомнений, она просто идет. И мне остается только пуститься в новую реальность, в свой путь. Уже все стремления мои направлены туда. Направлены к ней, потому что я готов к переходу. Я готов к переходу. Я готов отплыть от своего стабильного берега и выйти на новый уровень бытия, потому что я знаю, что если я останусь здесь, я потеряю ее навсегда. На место легкости мне нужно пойти в глубину, познать суть вещей и почему моя нужда в ней меня так останавливает. Как будто эта нужда, я от нее отворачиваюсь, пытаюсь жить свою жизнь, но я понимаю, что это уже не затолкаешь внутрь, это не спрячешь. Как раньше было. Я мог спрятать любую боль, какой-то дискомфорт, который был у меня, я мог спрятать в любой момент и не чувствовать. Здесь я не могу не чувствовать, я чувствую все. Абсолютно любое ее движение, вибрацию ее. Ко мне пришли сейчас две души. Две древние души, которые никак не могут
соединиться в кадуцей, не могут пройти этот урок и либо отпустить друг друга, либо соединиться на земном плане бытия. Я чувствую любовь. Как любовь зажигает во мне сердце, стенки опаляя, зажигает во мне огонь этот в моем сердце. Я никогда такого не чувствовала, никогда в жизни. Здесь я чувствую глубину. Здесь я чувствую истину. И я чувствую, что она соединена со звездной материей. Она и есть звезда. Она есть там, в космосе. А мне только нужно научиться идти туда, не боясь. Я всегда боялся. Мне всегда было страшно. Я привык по-легкому, потому что так не затрагивается душа. Привык по-легкому, привык деньгами откупаться, привык разбрасываться деньгами там, где не понимал вообще истинную ценность явлений, людей. Я просто сорил деньгами направо и налево. Покупал женщин, покупал их внимание. На ней сломалась вообще вся моя жизнь. Потому что я постиг, что такое моя звезда, моя королева. Насколько она духовно богата. Ее не купишь ничем. Ее невозможно в земном эквиваленте привязать к себе ничем, потому что она уже там, в звездной материи, и она там как дома. Я с ней постиг, что такое настоящее счастье. Настоящее счастье и любовь. Возвышение. Она вела меня вверх, и я знал это. Она меня исцеляла на всех уровнях бытия, своими словами, прикосновениями, своей энергией, своей любовью. Я чувствовал себя как счастливый мальчишка, как в детстве. И это был для меня новый опыт, и тяжелый одновременно, и счастье, и тяжесть одновременно. Потому что я привык быть холодным, расчетливым. Я привык действовать логикой, головой. А еще мне всегда подсказывали, как мне принять решение. И это были голоса не мои, а сущности, которые были всегда во мне. Внутренний черт, который меня толкал на безрассудство. Внутренний черт, который толкал меня к смерти. К смерти. Я этого не понимал никогда. До встречи с ней. Я увидел ее, она была ослепительна. И я почувствовал ее и увидел ее внутренним зрением. Не внешне, внешне она была красавицей, да, но внутри я почувствовал такой ток энергии, такую жизнь, что-то горячее лилось по моим венам. Я увидел в ней все мои мечты, я увидел в ней все мои пути. Вот они сошлись на этой женщине. На этой женщине прекрасной.
Но я привык действовать по-другому. Поэтому я пошел по пути страсти, испепеляя все вокруг. В разгул страстей буквально окунулся. Передо мной стоял выбор, тяжелый выбор в моей жизни. Выбрать истинную любовь, либо катастрофу. Я выбрал катастрофу. Я выбрал отрубить это все. Создать этот крах просто своим неумением делать выбор. Я не прошел это испытание силой. Я знал, что она и есть сила, но я этому не верил. До того момента, как понял, что я проиграл этот бой. Испытание силы я не прошел. Теперь у меня идет духовный рост, потому что я знаю, что она вот там. Она с крыльями. Она всегда держит этот кубок любви. А я здесь. Все мои кубки перевернуты. Все погрузилось в апатию, в печаль. Я смотрю на нее, как на звезду, и иду в духовный рост, осознанно. Моя душа отделена от тела сейчас. Я в пустоте в этой. Я познаю, что такое боль. Боль души, которую не спрячешь за внешней атрибутикой, за внешними коммуникациями с другими людьми, возможно. И я знаю, что эта боль будет меня толкать в духовный рост еще дальше, еще сильнее, пока я не дойду до магмы Земли, пока я не почувствую эту энергию Земли и познаю, что такое падение на самое дно души, потому что я сознательно всегда разбивал мечты, надежды, свои собственные мечты и надежды. Я разбивал их, как маленький мальчик, который игрался. Вроде шел в рост, хотел роскоши, всегда быть в центре внимания, всегда быть этим великолепным мужчиной, на которого смотрят все, который при деньгах, при власти, который может мгновением своей руки или своего голоса казнить либо миловать. Да, во мне много сущностей, во мне много этой темноты. Хотя она исцелила меня от нее, но осталось это все равно. Я смотрю ввысь, я смотрю только на нее. И меня греют эти воспоминания. Греют эти воспоминания, которые ласкают мою душу. Она единственная женщина во Вселенной, которая ласкала мою душу своей энергией и своей любовью. Я никогда такого не испытывала.
хочу этой победы. Я хочу прийти победителем. Куда ты хочешь прийти? Я хочу прийти к ней победителем. Я хочу с ней идти, восхвалять свой род и познать, что такое величие рода через нее, потому что я хочу с ней встретить свою старость. Только с ней. Я знаю это, что мы две древние души, что мы в разных воплощениях встречались с ней. Но я не верил этому, потому что прагматик. Я не верил этому. Я постоянно, как Фома неверующий, ее опровергал, ее слова, ставил ей в вину то, что она купается в звездах. Спустись на землю, девочка, начни чувствовать материю, бытовые какие-то вещи. Какой же я был идиот. Я знаю, что никогда больше такую женщину, такую любовь я не встречу. Более того, я знаю, что я не встречу ее и в других воплощениях. Потому что только это воплощение могло соединить нас на века. Но я уехал, предпочел движение от нее. Потому что я всегда был огненным. Страсть меня вела, и я думал, что под моей пятой это дракон, но на самом деле нет. Это дракон меня снес под себя, и я оказался на дне жизни сейчас. Мне так важна моя независимость. Я привык повелевать Вселенной, привык к этому. А тут почему? Я был не свободен. Я был не свободен в тот момент. И я знал, что там, где я нахожусь, это клетка. Хотя я думал, что я волшебник. Но это было всего лишь обман и иллюзии. Я был в клетке. Я думал, что я повелеваю материей, ключи в моих руках, и все теперь будет так прекрасно идти по моей жизни. Но здесь судьба сама вмешалась. Я познал, что такое истинная тьма. Когда ее свет погас в моей жизни, я познал, что такое истинная тьма. Вот, и я должен пройти это испытание огнем, когда меня закаляют, эту сталь во мне закаляют. Я должен стать этим мечом древним, который соткан из
неземной материи. Нападение. Эта сущность сильнее меня. Эта сущность сильнее меня, и я теперь понимаю это. Я проиграл. Я и на нее также нападал, как эта сущность, которая толкала меня на темные поступки, что привело к башне, к возмездию, потому что теперь я знаю, что ей подчиняются все миры, и темные, и светлые. Покаяние пришло, высший суд, божественный суд. И я знаю, что я буду на этом суде. Все, что я могу сказать высшим силам, это то, что я люблю ее. Люблю до конца времен. Люблю всей душой. Я прошу высшего суда только дать мне еще один шанс. Еще один шанс встретить ее, увидеть ее глаза. С солнечными бликами в них. Почувствовать ее запах волос, ветром раздуваемые эти волосы, они касаются моего лица, и я счастлив. В этот момент я счастлив. Я уже смотрю на свою жизнь без иллюзий. И передо мной все искушения мира. Но я понимаю, что я познал этот опыт, печальный опыт. И я не поддамся на эти искушения. Даже если сейчас мне дать все деньги этого мира, власть, материю, где я почувствую себя победителем, возьмешь искушение? Нет. Я буду работать, честно работать. Над чем? Я буду познавать, все равно идти в знания, в мудрости, в свет. Я лучше буду один, чем поддамся этим искушениям. Я знаю, что только она меня вдохновляет. А что такое вдохновение? Это когда вдох ты делаешь через человека. А когда без него у тебя нет дыхания. Ты даже не можешь дышать. И сейчас я не могу дышать, потому что я в космосе, я завис там. Меня перевернуло, и я теперь болтаюсь в этом космосе между планетами, между астероидами. И все замедлилось, все процессы замедлились. Я чувствую себя жертвой. Я прошу только реинкарнации. Я прошу только по справедливости, чтобы моя душа смогла возродиться. Вот ее тотемные животные, волки. Она танцующая с волками.
И это я увидел так ясно, так честно. Одиночество. Я увидел его. И я увидел, как она справилась с собственной тьмой. И как я знаю, что она может меня спасти от дьявола, от бесноватых, от наступления на меня этой тьмы. Она своим мечом, она феникс, она восстала из пепла, и она всегда восстает из пепла. И она такая была всегда. Во мне тоже были эти способности, но я их забыл. Полеты в галактиках, я чувствовала это всегда, но я это забыл. Отвернулся от этого. Неуловимая. Ты моя неуловимая. Я теперь должен почувствовать в себе эти все ресурсы, восстановить их, потому что эта тьма высосала из меня все. Жизнь высосала. А я так долго в этой тьме жил. Я жил и не осознавал того, что сделала для меня эта женщина. Что она меня вытащила с того света. И это я признаю только сейчас, когда я погребен под собственными установками, под собственной мутной головой, мутной водой, которая уносит меня все дальше и дальше от истины. Она мое солнце, она небесное свечение. И я должен идти только к свету, потому что она, как тот Серафикус, она меня может исцелить. Я должен преодолеть эту тьму, это затмение, эту черную луну, я должен это преодолеть. Это единственная моя сейчас задача — открыться новому пути и взять этот шанс на начало новой жизни. Причем, когда все разрушено подчистую, начать новую жизнь, будто бы заново родившимся. Я прошел эти все испытания, я падал и поднимался снова, но я хочу начать эту новую жизнь как заново родившийся человек с чистой душой. Потому что она всегда говорила: у тебя большой потенциал, у тебя есть он. И я знаю, кто я. Она мне говорила об этом. Я Беркут. Я должен взять этот меч и отрубить всю неправду, которая сковывает меня, и пойти в силу своей свободы. Я сейчас познаю тайны Вселенной во тьме. Я вою на Луну уже
Хотя внешне этого не скажешь. Но она знает все. Она знает меня до глубины души. Потому что мы с ней связаны ментально. Я должен выйти в победители. Тьму победить всю. Стать этим непобежденным светочем для нее, для этого мира. Для чего тебе это? Я в ловушке. Мне страшно, мне очень страшно. Я чувствую эту опасность, что без нее я просто погибну. Не просто погибну телом, а что моя душа навсегда останется в лапах тьмы. Я защищаюсь как могу, но эта война проиграна. Я несу непосильную ношу на своих плечах. Скоро я чувствую, что скоро грядет мое падение, если не она. Если она не поднимет меня в космическое пространство и не исцелит меня там примирением, своей любовью, не даст мне эту надежду на возрождение, на то, что все еще можно исправить. Она мой феномен. Она мое сокровище. Она мой дар Вселенной. Я через черноту, через тьму космоса познал это. Я договор сделал с высшими силами. О чем? Даруйте мне высшие силы, надежду. Даруйте мне шанс на что? На примирение с ней, на обнуление. Что ты будешь делать, когда твоя нужда так сильна в ней, но ты от этой нужды закрываешься, потому что не хочешь быть в нужде, не хочешь ни от кого зависеть, ты же независимый воин. Что ты сейчас чувствуешь? Что? Говори. Что ты сейчас чувствуешь? Я чувствую течение времени, я чувствую колесо сансары. Я чувствую, что мне нужно пойти вглубь, еще больше, еще дальше, в мудрость, познать эту мудрость, соединиться со звездами, соединиться со стихиями, сеять эти зерна из света, из добра, из любви. Я пытаюсь прийти в равновесие сейчас, исцелить себя, но я разочарован. И это состояние заставляет меня пересмотреть всю свою жизнь до этой точки. Я считал идеалом для себя совсем другое. А сейчас я всегда был
превосходным интеллектом. И я знал, что я пользуюсь этим своим знанием, своей силой. Всегда головой действовал. Движение к цели идет. Я хочу идти к своей цели через огонь. Ты знаешь, что у тебя иллюзия выбора? Ты осознаешь это? Что ты болтаешься сейчас в иллюзиях? Ты думаешь, у тебя большой выбор? Пойду туда, еще встречу кого-то, Господь мне даст шанс, и я еще стану победителем. Ты понимаешь, что это иллюзия? Романтичный мечтатель. Душевная искренность – вот самое большое сокровище, которое есть на этой планете. Душевная теплота и искренность. Потому что по воинственному энтузиазму своему, по жезлам, по огням, по страсти, где тобой манипулируют, зная твою приверженность к этой страсти, потому что ты всегда в неправде жил, а сейчас пришло ощущение внутренней правды. Но тьма не дремлет. И ты знаешь это, что вечный соблазн есть пойти по легкому, пойти по земному пути, собрав много грехов за собой, просто закрыв глаза на то, как болит твоя душа. Это твоя иллюзия, что ты сможешь так жить. Потому что ты уже причастился к ее святому источнику. Да, святому. Она воплотилась из материи звезд здесь, на земле, для какой-то своей задачи. Ну, во мне слишком много огня. Что я могу сделать с этим? Это моя природа. У тебя слишком много огня, но ты боишься. Ты очень боишься. У тебя панический ужас перед непредсказуемостью, перед прыжком в эту неизвестность. Ты боишься сам себе признаться в том, что ты трус. И всегда поэтому борешься и борешься с ней, с другими людьми. У тебя даже противоборство в твоих мыслях. Ты бродишь по своему лабиринту иллюзий, думая о том, что ты найдешь материальное благополучие и начнешь новую жизнь без нее, что ты достигнешь устойчивого богатства, что ты будешь богатым очень человеком. На самом деле тебе нужно защищаться. Семерка огня. Защита. Развитие перспективы. Твой путь другой, и ты это знаешь. Ты знаешь, через глубокий
самоанализ своей жизни, ты знаешь, что твой путь совсем другой, и у тебя есть предназначение светить этому миру и делать что-то хорошее для этого мира во благо Вселенной. Ты знаешь, что есть душевное партнерство. И так случилось, что она является твоим божественным партнером. Поэтому ты либо идешь в окончании переход, заходишь в эту тьму, не зная, выйдешь ли ты оттуда, но тебе нужно переродиться, трансформироваться, пойти в смерть своей бесноватой сущности, которая есть в тебе, и ты знаешь об этом. Тебя ждет возрождение, если ты пойдешь на это. Ты пробудишься к новому. И ты выйдешь победителем. И разрешишь конфликт. Многовековой конфликт, потому что ты не раз и не два уже приходил к ней. В разных воплощениях, в разных ролях. Но только это воплощение имеет значение. Потому что после этого воплощения ты ее не встретишь никогда. И у тебя всегда будет незаживающая рана, потому что ты знаешь, даже когда ты перейдешь в другое измерение, воплотишься в другом теле, будет зиять эта рана по утерянной любви, и ты будешь знать, что она потеряна навсегда. И какая же идея тебя посетила? Я знаю, что она считает все мои ходы. Я знаю, что она прочувствует любое мое движение в неправду. Поэтому я буду руководствоваться своей внутренней силой духа. Она мое изобилие, она моя женщина. И я выбираю сейчас направление, это направление. Я учусь, только учусь. Я привык к тому, что результаты моих действий появляются всегда и сразу. А она меня научила тому, что результат – это твое движение. Даже твое движение в истину уже является результатом. Я завис в пространстве. Мне не хватает воздуха, я не могу дышать. У меня ощущение, что как только я увижу ее, то сразу выпью этот кубок до дна и ощущу на внутреннем ощущении вот этом глубокое удовлетворение того, что наконец я насытил свою жажду. Я так долго выбирал метод, а она просто идет в материи, протуберанцами рассеивая тьму
перед собой, она просто двигается. А я сейчас двигаюсь к ней, потому что вся моя душа наполнена любовью к ней. И сейчас я ощущаю, как на каком вообще дне, до какого дна я могу дойти, я это знаю. И падение мое происходит в вакууме космического пространства. Я все дальше и дальше от своего корабля жизни. Я падаю куда-то в невесомость, в пустоту. Меня уносит будто бы в черную дыру, где я уже не смогу вырваться из нее. Но там вдалеке светит мне моя звезда, мое солнце. Она мое счастье, она мое благоденствие. И это навсегда. И это завершенность всех путей. Всех процессов по поиску этого счастья. Это завершенность, потому что она есть моя Вселенная. Она центр мироздания. А я буквально врос в эту войну. Что же тебе делать? Пойти в лучшее. Переход, совершить этот переход и выбрать этот источник любви и спить из него, из этого источника и возродиться из пепла. Я сам себя закопал. Я сам создал эту ситуацию, когда я потерял все. Она научила меня самому главному — активному созиданию и движению, волевому, божественному движению. Она моя мудрость, проницательность. Я в безысходности и в тоске. Как к ней прийти, если она является моей вселенной? У меня нет ничего. Я познал, что такое разрушение всего в моей жизни. Я сам себя загонял в тиски и в плен своими выборами. Я прошу у Вселенной только одного, чтобы мне высшие силы даровали этот шанс и благодать на продвижение. Потому что я знаю, если я не буду двигаться, а меня толкает только вера и знание к ней с любовью. Я хочу праздника любви. Но сейчас я лежу. Выбор и гармония, влюбленные. Что ты выберешь? Ответь себе на вопрос. Что ты выберешь?